В элитной школе искусств Сент-Клэр утро всегда пахло одинаково. Смесью дорогого парфюма, канифоли и свежесваренного кофе из буфета. Но для Анны этот мир начинался за 2 часа до прихода первых учениц, когда коридоры были наполнены лишь гулким эхом ее собственных шагов и едким запахом чистящих средств. Анне было 32. Возраст, который в мире профессионального балета считается глубоким закатом. Каждое утро она опускалась на колени, не в молитве, а чтобы оттереть черные следы от туфель с белоснежного мрамора вестибюля. Ее руки, огрубевшие от постоянного контакта с водой и химикатами, помнили иную тяжесть, легкость шелковых лент и тепло собственных щиколоток во время разогрева. Она была невидимым элементом Сент-Клэр. Избалованные дочери миллионеров проходили мимо нее, небрежно бросая пустые стаканчики из-под смузи прямо на свежевымытый пол. Для них она была частью интерьера, живой шваброй в синей униформе. Но когда наступала ночь, и школа погружалась в тишину, прерываемую лишь тиканьем старинных часов в холле, Анна преображалась. Она доставала из своей каморки старые, многократно заштопанные пуанты, снимала тяжелый фартук, оставаясь в простой черной майке и леггинсах. В пустом зале, залитом лунным светом, она не была уборщицей. Она была музыкой. Без аккомпанемента, в полной тишине, ее тело воспроизводило сложнейшие па, которые она подсматривала днем через щель в дверях репетиционных залов. Ее танец не был академически безупречным, но в нем была дикая первобытная сила, то, чему нельзя научить за деньги. Это была история ее несостоявшейся жизни, ее боли и ее тайной надежды. Все изменилось в один из вторников. Камилла, золотая девочка и главная надежда школы на предстоящем престижном шоу, забыла в зале свой телефон. Она вернулась за ним вместе с верными подругами, как раз в тот момент, когда Анна заканчивала мыть зеркала, невольно засмотревшись на свое отражение и сделав легкое, почти рефлекторное движение кистью, идеальный порт-де-бра. «Ой, посмотрите-ка! Наша королева швабры вообразила себя лебедем!» Звонкий, пропитанный ядом голос Камиллы разрезал тишину. Девушки прыснули. Анна замерла. Ее лицо вспыхнуло пунцовым цветом. Она крепче сжала тряпку, пытаясь стать еще незаметнее. «Ну же, не стесняйся», — продолжала Камилла, подходя ближе. В ее глазах светилось злое любопытство хищника. «Мы как раз готовимся к финалу. Покажи нам, на что способна уборщица. Может, ты научишь нас какому-то новому движению? Прыжок через ведро или пируэт с половой тряпкой?» Смех заполнил зал. Анна подняла глаза. В них не было привычной покорности. Там была усталость человека, которому больше нечего терять. «Вы хотите увидеть танец?» — тихо спросила она. Она скинула резиновые шлепанцы. Босиком, в своей рабочей форме, она прошла в центр зала. Девочки зашептались, предвкушая нелепое зрелище, а Камилла даже достала телефон, чтобы снять комедию для соцсетей. Анна закрыла глаза. В ее голове зазвучала лакримоза Моцарта. Она оттолкнулась от пола. Первая же гран-жете заставила смех застрять в горле Камиллы. Это был не танец дилетанта. Это был полет. Анна двигалась с такой плавностью и яростью одновременно, что казалось, будто сам воздух вокруг нее вибрирует.
В ее движениях не было заученной механичности, которой страдали ученицы Сент-Клэр. Была жизнь, настоящая, нерафинированная, кричащая. Когда она замерла в финальной позе, в зале воцарилась мертвая тишина. Камилла медленно опустила телефон. «Кто вас обучал?» — раздался строгий голос от двери. Ученицы вздрогнули. В дверях стояла миссис Элис, легендарная наставница, чье одно слово могло открыть или закрыть двери в лучшие театры мира. «Никто. Я сама», — выдохнула Анна, пытаясь унять дрожь в коленях. Миссис Элис долго смотрела на нее, на мокрые от пота волосы, на синюю форму, на босые ступни с натруженными венами. «Завтра в 8 вечера, когда закончите смену. Жду вас здесь», — отрезала она и вышла, не оглядываясь. Начались недели изнурительного труда. Миссис Элис была безжалостна. Она не делала скидок ни на возраст Анны, ни на ее 10-часовой рабочий день со шваброй в руках. «Ваши суставы уже не те, Анна!» — кричала она, ударяя тростью по полу. «Тяните носок! Где ваша спина? Вы танцуете не в подсобке, вы танцуете для вечности». Анне было невыносимо трудно. Мышцы, привыкшие к однообразной нагрузке, стонали от классических позиций. У нее не было дорогих разогревочных костюмов. Она тренировалась в старых штанах, купленных на распродаже. Но в ее глазах горел огонь, который миссис Элис не видела у своих золотых девочек уже много лет. Камилла, чувствуя, как внимание главной наставницы ускользает к этой женщине, закипала от ярости. Для нее танец был способом подтвердить свой статус, для Анны — способом выжить. Накануне большого отчетного шоу, на которое должны были приехать скауты из ведущих балетных академий Европы, Анна задержалась в раздевалке. Камилла случайно разлила на гладком полу у выхода масло для тела. Анна поскользнулась. Резкая, ослепляющая боль прошила правую лодыжку. Глухой хруст отозвался в ушах приговором. Камилла, стоявшая неподалеку, лишь холодно улыбнулась. Какая жалость! Кажется, уборщице придется вернуться к своим ведрам. В день выступления Анна едва могла наступить на ногу. Лодыжка опухла и посинела, превратившись в одну сплошную пульсирующую рану. Миссис Элис, увидев ее состояние за кулисами, покачала головой. «Вы не можете выйти. Вы порвете связки окончательно. Это безумие». «Миссис Элис», — Анна посмотрела ей прямо в глаза, «я 30 лет жила в тени. Сегодня я либо станцую, либо умру. Позвольте мне выбрать танец». Ей туго забинтовали ногу, вкололи обезболивающее, которое почти не действовало. Когда объявили ее выход, вне программы как особое выступление, зал недоуменно загудел. Кто эта женщина? Почему она не в пачке, а в простом летящем платье, скрывающем бинты? Заиграла музыка, тяжелая драматичная виолончель. Анна сделала первый шаг. Боль была такой, будто в ногу впились 1000 раскаленных игл. Но с первым поворотом произошло нечто странное. Боль перестала быть врагом. Она стала топливом. Анна вложила в этот танец все. Годы нищеты, одиночества, насмешек, несбывшихся надежд. Каждое ее движение было криком души, вырвавшейся из клетки. Зал замер. Люди перестали дышать. Это не был идеальный балет. Это было искусство в его чистейшем, первородном виде. Когда она закончила, упав на колени в финальном аккорде,
Наступила тишина, которая длилась, казалось, вечность. А затем зал взорвался. Это был не просто аплодисменты, это была овация стоя. За кулисами, едва Анна смогла доковылять до стула, к ней подошел мужчина в строгом сером костюме. Его лицо было знакомо каждому в мире танца. Джулиан Торн, директор лондонской балетной школы. Он запнулся, подбирая слова. Вы нарушили все правила балета, которые я знаю, но вы заставили мое сердце биться чаще. В вашей технике есть пробелы, но в вашей душе бездна таланта. Нам нужны не только юные тела, нам нужны истории. Он протянул ей визитную карточку. Я предлагаю вам специальную стипендию для обучения и последующей стажировки в качестве характерной танцовщицы и ассистента-хореографа. Нам нужны такие люди, как вы. Анна смотрела на карточку через пелену слез. Мечта, которую она так долго хоронила под слоями пыли и грязной воды, не просто ожила, она расправила крылья. На следующее утро в школе Сент-Клэр было непривычно тихо. Ученицы шептались в углах, обсуждая вчерашний фурор. Камилла сидела у зеркала, глядя на свое отражение с нескрываемой горечью. Она получила лишь вежливые отзывы. Дверь в зал открылась. Вошла Анна. На ней не было синей формы. На плече у нее висела новенькая балетная сумка, подаренная миссис Элис. Она не подошла к швабре. Она подошла к станку, коснулась его гладкого дерева и улыбнулась. Ее путь только начинался. И теперь она знала точно, неважно, сколько тебе лет и какую работу ты выполняешь сегодня. Если в тебе живет настоящее искусство, оно найдет выход. Оно заставит мир замереть и слушать. Дорогие зрители, что вы думаете об этой истории? Верите ли вы, что в 30 лет можно начать все сначала? Или считаете, что время для больших мечтаний ограничено? Расскажите о своем опыте в комментариях. Если эта история вдохновила вас, ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До новых встреч!